Мне нравится этот процесс погрузки, вот скажем. Снимаешь, да, дерево? Грузимся. А, наоборот. Еще никто не приехал. Еще не успели погоду здесь. На заправку. Когда я переехал уже в Одессу окончательно, то приобрел себе дом под Живаховой горой. И ты все время окружен такой естественной природой. С одной стороны у тебя лиман, с другой стороны гора, с третьей стороны у тебя море. И постоянно ты как бы находишься среди таких, ну, это вроде бы и город, но и не город. Ты только отошел, ты уже сразу в какой-то деревне оказываешься. А еще чуть дальше абсолютно дикая местность. Вот, видимо, и постоянно смотришь и думаешь, что вы как бы... Идея выставки на горе, на том же лимане, она еще закралась еще там 15-20 лет тому. Только как и чем все это делать, вот это постоянно был вопрос. Изначально я думал, что это будут металлы, какие-то такие металлические сети. Но и там какого масштаба тоже было очень много всяких вопросов, непонятно. И пока Дима не показал мне на комбинате, открыл мне комнату с рамочками. Дима Банников, чайная фабрика. Наш спонсор главный, на нем, собственно, все и держится. Открыл мне эту комнату, показал рамочки. И тут, Серега, если что надо, пользуйся. Я такой, ну ладно, класс. Посмотрел так на это с древнерусской тоской, потому что, ну, как у меня вообще на советские рамы это аллергия, мне от них отказаться, с ними возиться, что с ними делать. Да, я говорю, давай в воду поставим, в воде сделаем инсталляцию, а я только с куяльника. Ну, я думаю, как раз в них паутину зачефачу, зафигачу металлическую. Начал считать, металла много, работы получаются слишком тяжелые. Я думаю, нет, нужна, наверное, все-таки веревка, нитка цветная. И вот как бы с этого появилась идея. Рамки появились очень банально, их привезли из Киева. Вот, там, я купил их у одного коллекционера. Вот, и к нам в Одессу приехала целая фура этих рам. Вот, мы их разгружали целый день. Вот, там 3 художника, вот, мы их таскали на наш 3-й этаж целый день, грузили. Вот. И как бы они послужили таким толчком, наверное, вот, создания паутины, потому что уже как бы готовая плоскость, которую можно как-то использовать. Вот. Первые работы у участников были на рамах, то есть как бы, прослеживалось, так, можно сказать, дальнейшее какое-то усложнение и формы, и идеи самой паутины. Но начинали мы с самой простой формы. Это была белая рама, на которой каждый участник, каждый паучок плел свою паутину. Рамки я попросил все, чтобы были белый цвет. Для моря это, для воды и моря это, я так подумал, что это идеальный вариант. Ну, как маяки, как любой корабль, да, белого цвета. Их будет видно. То есть там не важно, какая работа, как получится внутри. И это сыграло свое уже на инсталляции. То есть получается, что каждая паутина, ты как бы на ней учишься, потому что до этого я не работал в таких масштабах. Я только мог себе вообразить, там, представить. Есть отдельные люди,
которые вот своим понятием этого ленд-арта и взаимодействия с пространством, и со своими предпочтениями какими-то, со своим взглядом на жизнь и на творчество. Каждый сам по себе, с одной стороны, а с другой стороны потом получается такая композиция, которая вместе. Ну, во всяком случае, так вот получилось на самой первой паутине. Это было очень красиво, это очень было здорово. И мне было интересно поучаствовать, когда я узнала об этом проекте, просто чтобы поплести. А потом, когда я увидела, как это ставится в воду, и как, что это создается, вот эта вот общая композиция, и вот весь этот эффект, он был, по-моему, максимально передан так, как оно должно быть, ну, как мне кажется. Вот что касается следующих проектов, они немножко другие получились, но понятно, потому что хочется не повторяться, а делать что-то другое. И они действительно другие, но вот по моим ощущениям самый первый все-таки был самый такой, ну, как иллюстрация к самому понятию ленд-арт, вот что это такое. Вот самая первая паутина была самая в этом плане выразительная. Нам Сережа раздал рамы, и нужно было на рамах что-то наплести. Я вообще плести особо не могу похвастаться и не люблю ни вязание, ни разные эти кружева. То есть я люблю ими пользоваться, но делать их я не люблю. У меня не хватает усидчивости, я даже еще больше раздражаюсь, когда это делаю. Вот. Но паутина это было что-то совсем другое. Во-первых, это что-то большое, и можно было, то есть я работала так же, как и с красками, делала какой-то рисунок нитками, и нитками его как бы обшивала. То есть это тоже не было никакой системы, но мне понравился сам процесс. После этих рамочек, которые там были, они в разнобой, на следующий раз, на вторую паутину, я, конечно же, от них отказался и вернулся, так сказать, к так называемой сакральной геометрии, к обычным правильным фигурам. Тетраэдры, кубы, ну там очень много всяких райдеров. Да, треугольники, квадраты, кубы. Это все, что было нужно для начала. Ты берешь их за основу как модуль и создаешь как бы конструктор. Это то, чего не хватало в первой паутине. Погода, конечно, подыграла тогда в тот день. Как раз получилось пасмурное небо. И наши яркие, прям как цветочки, заиграли. У нас уже все в сборе или что там. Мы ставим, всего собираем 3 куба, ничего больше. Сначала показываем 3 тюльпана, то есть вбиваем вот эти вот колышки, ставим 3 цветочка, потом на них нанизываем сверху еще 3. Мы по 3 штуки собираем. Мне зритель не нужен, это же чисто сетевое. Мы делаем тоже немаловажно. Самое неприятное в этом деле это вот тот погодняк, что ты выбрал. Все это могло бы быть даже в хай. Это ж специально было выбрано на такое время, именно такое. Такого другого просто не будет. Это уже проверено, потому что потом начинает резко теплеть, из горы этот снег просто в первую очередь слетает. Там ничего не остается. И уходит та прекрасная картинка. Возьмешь туда бутылку, да? Если так будет сюда, в магазин. Какой-то канал. Надо было взять такой еще, надо хорошо с ним это чат. Есть подлиннее. Так, а что ты склон посмотри какой. Ну ладно, я не подойду. Вот это я
Дай мне трубу одну, Евгений. А ты возьмешь одну эту херню. Можем следующую инсталляцию делать просто вот так вот ставить. В чем прекрасна эта погода? Тем, что нет этого говна не видно. Здесь офигенно. Тут стоит неделю пожить, и уже отсюда выезжать неохота. Ну, надеюсь, прочитают. Должны сразу. Нет, чуть-чуть неправильно представить. Чуть вот так вот. День хороший, видишь, снег идет. День равноденствия просто как-то совпало, видимо, с природой, потому что я искал именно вот этот момент горы в снегу. Она-то была, но ты постоянно не успеваешь. Я уже 3-й год или 4-й гоняюсь. Сразу же тает моментально. Есть, нормально. Так можно вообще было по одному так сделать без двигателя. А, самостойка, блядь. Туда, по-моему, даже. У нас в этом году пауки будут свой крест нести. Можно даже сделать такой этот вот крестный ход. Да, то есть почему же Даже Ваховую гору. до погружения в воду, да, это круто. Минимум средств, максимум эффект. Все должно быть приближенно к пластику. Это тот же объем, те же кубы, как с прошлой паутины, только это скелет, грубо говоря, это все части света, так называемый вот этот крест. Ну и походу это не что иное, как узел, то есть это, грубо говоря, была выставка узлов таких вот. Идей было очень много, и возможностей, и материалов, из которых хотелось что-то сделать. И на самом деле очень было трудно определиться, что именно сделать в этот момент. И в процессе того, как оно создавалось, беспрерывно
менялось. На это влияли и обстоятельства, где-то какой-то... Бывало такое, что мы рассчитывали на какой-то материал, вдруг все поменялось, и нужно было искать какой-то новый материал, какие-то новые идеи, и экспериментировали, и пробовали. И то есть, скорее это была не первоначальная задумка, а то, что создавалось в процессе. То есть общая картинка, представление, менялось, наверное, с каждым днем и появлением здесь, потому что ты встречал каких-то определенных людей, находил какие-то предметы, и что бы ты нам себе не придумал, наверное, скорее, в моем случае, наверное, не я шла какой-то конкретной идеей, а идея создавалась в процессе вот этого взаимодействия с людьми и с предметами, которые вот здесь нас на комбинате окружали. Разработанный специальный инструмент для пауков. Они берегли свои лапки. Да, берешь вот так вот, пробиваешь, попа. И подумали. Вот так. Вот, блин, она же что? Что ты робишь? А я ее замотаю. Я тоже хочу. Да, говорила мне мама, не связывайся с художниками. Вы так тепленько. Надо зимой так обматываться. Подожди, я хочу посмотреть на конечный результат. А потому что там не будет так жарко. А подплавить возможно? Оставить немного. Вообще паутина в целом меня очень вдохновляет как проект, потому что это в первую очередь, потому что это экопроект, потому что он направлен на сохранение куяльника в первую очередь. И, безусловно, он дает возможность множеству художников проявить себя, не требуя при этом, я не знаю, какого-то академизма, каких-то... то есть фактически, по большому счету, любой человек, имеющий какие-то вообще эстетические базовые навыки, мог поучаствовать в этом проекте, мне кажется, и сделать, показать свое мировосприятие посредством материалов, которые как мусор приносят вред, а в данном случае служат сохранению экопространства некоторого. Поэтому проект невероятно крутой, он объединяет творческих людей. Сережа огромный молодец, что это делает, несмотря ни на что. И быть в паутине дальше. И вот ты вот так вот, гордо, шею, поднимешь, пытаешься уклониться. Вот это нет, это постанова. Нет, руку за спину. Нет, Ты снимаешь? Вот где-то оно. А, вот, видишь, вот ты уходишь туда. Что руки прозрачные, на стенке будет делать Сделай вот так. Крест, да? И ты наращиваешь, повторяешь одну, Да. вторую. Не будут ли они перевешивать стоя на одной палке? Нет, там ходит на 50 сантиметров. Хочется, чтобы сам круг, он как на воде. Видите, еще. Я вообще занимаюсь японской
близко с живописью. Да, то есть я там веду курсы, и, в принципе, к ленд-арту, к чему-то крупному отношения я, до этого не имела. Не потому, что этого не было, а потому что как-то даже в этом заинтересованности у меня не было. Вот. А тут так получилось, что я встретила Сережу на выставке, конечно же, с бокальчиком, где это место встречи всех творческих людей. Вот. И он такой: у меня паутина. Завтра заканчивается уже прием заявок. Я говорю: Сережа, возьми меня, я тоже хочу. Вот. И так я стала участником ленд-арта. Паучки, они такие, можно сказать, трудолюбивые, но это не труд, это их образ жизни. То есть то, что они делают, они таким образом просто живут, существуют. Это как для них плести паутину, как дышать, как делать какие-то обычные естественные вещи. И также для художника что-то творить, каким-то образом взаимодействовать, как творческая личность с этим миром, для художника это тоже так же естественно. Это получается у нас немного... Давай вот сюда, вот именно вот, чтобы здесь вот так вот было. Вот я вижу, что там вот не хватает. Ты знаешь, я думаю, что... И еще вот одна вот сюда, вот там, вот сюда. Или вот аж вот сюда. Вот так. Зануда-паучок, да, который плел свои паутины. Это тоже веселая история, да, про паука, который постоянно... Я его каждый вечер я его сдувал с винограда, а на следующий день появлялась новая паутина. Совершенно разной геометрии. То есть было видно, где он стабильно, все с сознанием дела, и где его покой немного нарушили. И тогда геометрия менялась, уже появлялся совсем другой рисунок. Потом мне стало интересно узнать поподробнее об этом, и начал обращать внимание на какой паук какую паутину плетет. Они каждый раз выдавали, у каждого свой подход, то понятно, видимо, там и узлы, плетение, там искусство тоже у всех свое, потому что этим и отличаются один от другого. И вот, видимо, тогда это тоже что-то сыграло для, как идея. Да. Там будут казусы, короче. И вот нас будет двое. С одной стороны и с другой стороны. Да, вполне. Но он готов уже. По большому счету я думал вырезать эти большие звезды пенопластовые. Мы их тоже подмотаем, так, по этим самым. В принципе, готово. Короче, подъедете потом обратно там, где вы были. Туда встать? Да. А ее как-то зафиксировать или она не будет кувыркаться? Да ей пофигу, по-моему. Она может влево-вправо, но у вас здесь... Не, чтобы она не болтыхалась, не побилась. Не. Это не просто объект, это шар своеобразный, такой метамфетаминовый. И мы вдвоем с Андреем мы были атлантами, которые этот шар держали. Как известно, в Одессе есть такой очень понятный образ, дом с атлантами.
Это вот как раз то, что вот все попсовые открыточки, которые расходятся по всему миру, содержат в себе и такой материал. И мы олицетворяли неким образом Одессу. Вот, потому что в Одессе есть БУТО, в Одессе есть достопримечательности. Сегодняшний перформанс был также посвящен открытию фестиваля Сережи Лиховида. Называется он «Паутина». Дима предложил идею, просто структуру, что два человека несут шар. Для меня это было про то, что я в своей жизни тоже несу какой-то камень, ну как будто бы вот взял и несу. То есть я понимаю, что столько много процессов, в которых я участвую, что они иногда просто камнем мне кажутся. И я не могу от этого отказаться, потому что мне это нравится, но в этом есть камень. И БУТО для меня один из способов это прожить в первую очередь для себя, осознать, что это, ну вот полностью я несу камень, да, что я сейчас чувствую, уйти в это глубоко. И с другой стороны, ну вот показать вот такой вот мир. Я думаю, что кому-то это может откликнуться, что я в жизни несу камень или толкаю перед собой. Ну это архетип большой, это вот как у Пелевина про навозного жука в жизни насекомых. Он толкал сына своего, учил и говорил, что это самое главное в жизни – толкать перед собой навозный шар. За моей спиной деревья и якобы зелень. Но все равно говорить в Одессе о ленд-арте неуместно. Но еще глупее говорить о ленд-арте на Куяльнике. А может быть, наоборот, более целесообразно, потому что там столько ленда в виде сэнда, в виде песка, в смысле. Сама идея проведения ленд-арта в Одессе благотворна. Особенно если учесть, что проходил он практически во время бієнале одеської. Художники дійсно незалежні і дійсно, які працювали на ідею. Що це була за ідея? И такое название придумал ей Лиховид «Паутина». Паутина, паутина, паутина. Пока не увидишь эти объекты, непонятно. Хотя то, как он их объясняет, это очень не сексистски, но странно. Бабье лето, паутина летит. Я в Одессе не видела ни разу, что летала паутина, поэтому сомнительный. На самом деле, как бы я впервые участвую в этом фестивале, раньше как-то так, я к этому относился как-то несерьезно. Думаю, ну что-то несерьезно, какая-то паутина, что-то как-то... Что-то мне не очень нравилось, как-то думаю, странно все это. А потом почему-то вдруг как бы так вообще жизнь происходит. Вдруг как будто тебе сама жизнь подсказывает, что нужно, как бы куда нужно. Новое какое-то пространство, новое, большое, огромное, красивое. Я когда туда приехал вообще, там супер, какое-то космическое абсолютно пространство, абсолютно космическое. То есть там ощущение энергии совсем другое, как бы. То есть я там участвовал на Берючи фестивалях, там нет такого, там все как-то так очень, уже какое-то такое, как бы, такое устоявшееся, прокачанное такое. А тут какое-то такое даже, мне показалось, что само это пространство, оно больше владеет над художниками, чем художники владеют над пространством. Может быть меньше. Як ты хочешь? Ну да, наверное, будет много тарелок. Делаем перерыв, может, потом. Там, где природа, там, где новое мышление, там, где вот какие-то вот такие посылы, это всегда, я считаю, экологичность какая-то есть в проекте. Дело в том, что сейчас это потребность во всем мире, огромное ожесточение, огромная усталость у всех, смена эпох, смена чего-то происходит. То, что мы не можем осмыслить, а просто у людей возникает огромное ожесточение, и как следствие есть тонко чувствующие люди, которые понимают, что надо что-то менять, менять не внешнее, а менять внутреннее. То есть это как направление развития человечества на сегодня, я считаю, как бы такие нащупывания маленьких шажочков. Это просто когда-то очень давно моему другу
подарили книгу, там, 500 шедевров современного искусства. И меня поразила одна картинка, ну, собственно, я вот нашел ее в интернете, одного художника, точнее их там два, Криста и Жан-Клод. Вот, это можно сказать, с этого было мое первое впечатление о ленд-арте вообще. Ну, сам подход, могу ближе показать, полностью окутанные в такую в розовый баннер или целлофан, целые острова. Пусть они небольшие, вот такие зазелененные. То есть тут и проблема экологии показывается, и картинка работает именно как вот в естественной среде, то есть задействовано именно непосредственно сам ленд, сам ландшафт. Ну и масштабы поражают, что самое вот, ну, это не дешево, то есть тут надо браться основательно. Так задумался, что границ нет, и вообще можно было бы выйти на космические масштабы, космо-арт, да, такой, голограммные создавать здоровенные скульптуры. Ну, собственно, сейчас все к этому идет. Есть еще один товарищ, это уже в области кинетики. Кинетические скульптуры Тео Янсе. Вот они там движутся, шевелятся. У него своя система парусов. Ну, он достаточно известный, поэтому мне говорить о нем лишний раз. Я к тому, что совсем два вроде бы разных подхода, да, и то, и то. Это уже как бы в позднее время, ну, буквально когда он там недавно появился в интернете. Ну, я, по крайней мере, о нем узнал гораздо позже. А те ребята, это еще с годов, наверное, 60-х, 70-х, сделали целую революцію. Ну, как бы открили для людей таке направлення, як ленд-арт. Ну, особисто для мене ленд-арт – це таке дуже чисте мистецтво, яке матеріалізує якісь такі мої думки, які не виходять ні в яких інших медіа. І коли тобі не виходить, то ти їдеш на фестиваль ленд-арту, і от воно народжується. Всі, как-то пытаются взаимодействовать, и, наверное, это самое главное. Да, это взаимодействие между людьми. Людьми, которые все на одной волне, и пусть они выражаются все абсолютно по-разному, но это супер. То есть это фестиваль, я в восторге. Очень меня подкупает, если честно, искренность самого Сергея Лиховида. Мне кажется, он откровенен и открыт что в своих живописных работах, что в том, как фестиваль в этом году, что он делает и вкладывается в этом плане по полной. Да я вот как-то словил себя на том, что очень много чего меня привлекает. Начиная от каких-то миниатюр до каких-то глобальных, монументальных работ. Все как-то идет какими-то периодами или циклами, то есть есть что-то постоянное. В любом случае постоянно это ты рисуешь. Возникают идеи, ты их зарисовываешь, оно все скапливается. Потом начинаются более сложные композиции. Ты их начинаешь печатать в графике. С графики оно потом переходит что-то в эмаль, что-то, может быть, идет в объем, что-то в мозаику. И так оно кружится одно за другим. Единственное, что вот этот фестиваль стал как-то таким цикличным. То есть он уже... А так я чередую, да, графику и с эмалью. Открыл вот студию. Пару лет назад мы открыли студию Электромодерн с
сугубо коммерческим направлением, ну, то есть выполнять всевозможные работы в эмали. То есть это от бижутерии до изготовления каких-то там сувенирной продукции в виде картин на металле. Ну тут я еще порезал, надо будет в процессе все. Затылок у нас. Есть человеческий тоже в процессе. Но тут будет такой пиздой на затылке, такой становится, такая будет такая, как цветочек цвести. Ленд-арт для меня вещь неопознанная, скажу вам честно. Это что-то похоже на позволение существовать какой-то мысли. Я верю в тело, я верю в возможности проявления таким образом, через тело. В ленд-арт я не верю. Что значит не верить в ленд-арт? Это значит не верить в природу вещей, вот и все. А что такое ленд-арт? Это ты всего лишь как холст для художника, да, и ты в нем пишешь свои произведения, там, воплощаешь свои мысли. А для этого ты используешь всего лишь окружающий мир вокруг тебя, вот и все. Это может быть способом выражения своего внутреннего мира, да, а это может быть способом что-то сказать, сделать протест, что-то обесценить. Ленд-арт — современное искусство, и вот именно почему-то Сережину паутину я наблюдаю только в интернете. То есть я на самой выставке ни разу не была. То есть я была на Куяльнике после этого, до того как, но весь процесс я смотрела в интернете. То есть это тоже одна из фишек. Это искусство, которое запечатлено на веб-страницах, в фотографиях, в видео. И как бы в принципе, наверное, в этом как бы вот тоже цель, потому что оно остается на пленке, на цифрі в інтернеті. По-перше, через те, що просто я сама з міста Ізмаїлу, ось, живу в одному з найкращих, як на мій погляд, районів цього міста. Він насправді найекологічніший, біля нього знаходиться лісосмуга, але кожного року я спостерігаю, як збільшується стихійне сміттєзвалище саме у цьому лісочку. Там найкращі місця, найкрасивіші. І коли я почула, що зі сміття ми можемо робити якісь гарні арт-об'єкти, то це мені дуже імпонувало, і я з радістю пристала саме на участь в цьому фестивалі. Не обязательно идти в художественный магазин для того, чтобы создать нечто. Наверное, в этом суть. Конечно, наша экспозиция, она паутина конкретно. Наверное, не совсем ленд-арт, это скорее инсталляция, но все же мы это делали с посылом привлечь внимание к лиману, к экологии. И вот как раз к тому, что вместо того, чтобы захламляться предметами, можно из них делать что-то. То есть они должны, плавающие по воде предметы, они могут собраться и получиться какая-то невероятная инсталляция, опять же, абсолютно разная у каждого человека.
Я працюю разом з Журиновою Маргаритою. Вона з Вінниці, я зі Львова. Наш проєкт називається «Перекоти поле 21 століття». І цей об'єкт, він має такий екологічний зміст. Тобто от ці кулі зроблені з одноразового посуду. А це те, що частіше всього ми беремо в пікніки і так далі, тобто на природу для відпочинку. І часто можна бачити такі речі, що цей посуд і інше сміття з пластику і подібних речей залишається і забруднює навколишнє середовище. І оці такі кулі, вони були рухомі, працювали з вітром, з водою. Вони були такі всюди сущі, тобто оця проблема пластику, яка повсюди, незалежно де він був, тобто можна побачити оці проблеми часто в інтернеті з морем, що дуже багато бруду прибиває на берег. Ми намагалися це подати в такій естетичній формі, щоб зацікавити глядача і водночас якось тонко натякнути на проблему. Ленд-арт важен для Одессы, в том числе, где отсутствует природнее средовище, для того, чтобы вытащить наш куяльник, который погибает. Поэтому проект Лиховида, он очень пользителен и позитивен для нашего города, более того, для нашей страны. Потому что все знают о полезных целительных властивостях грязи Мертвого моря, но доказано, что наши грязи полезнее. Но как они воняют! Нестерпимо, нестерпимо! Это еще одна спецификация данного ленд-арта. Недостаток ленд-арта в этом году заключался в том, что объекты находились слишком далеко от берега. И они воспринимались плоскостными. А потом, когда я специально поехала на закрытие, начали их доставать оттуда, и я увидела их в объеме. Это же объекты, они объемные. Это совсем по-другому все смотрелось. Локация прекрасная, я считаю. Куяльник – замечательное место, которое можно разрабатывать и играться с ним, там, и делать какие-то проекты. Очень, очень хорошее пространство. Там есть, есть плоскость воды, есть плоскость песчаная, есть склоны, есть растительность. То есть идеальное место для проведения ленд-арт-фестиваля, я считаю. Поэтому считаю, что нам повезло. Я автор, собственно, там серебристая такая конструкция, такая из накрученной серой ткани, пропитанной нитроэмалью и покрытой серебром. Вот я автор этой работы. Работа называется «I just want to stop my inner dialogue». Я просто хочу остановить мой внутренний диалог. История такая. У меня была графическая работа с таким названием. Вот с таким названием и, соответственно, таким содержанием. Там была нарисована такая крыса в средневековом стиле, кусающая собственный хвост, такой уроборос крысиный. Вот. Она была ужасно измучена, у нее было такое выражение лица, как будто у нее очень большие душевные проблемы. Вот. И эти душевные проблемы перекидываются в ее внешнюю жизнь. Вот. И под ней была, соответственно, эта подпись «I just want to stop my inner dialogue». И когда Сергей рассказал о том, что будет этот проект, я решила, что будет хорошей идеей воплотить это в виде ленд-артовой скульптуры. Во-первых, потому что там такая сложная форма, вокруг которой будет интересно навернуть фигуру. Я сначала думала, что это тоже будет фигура животного, да, какого-то, возможно, вымышленного. Вот. Но потом я решила, что человеческая фигура будет уместнее. Вот. И я решила, что это хорошая идея. Во-первых, она хорошая формально. Во-вторых, она хорошая идейно, потому что большая часть того неприятного, что с людьми происходит, оно так или иначе коренится в их голове, так или иначе коренится в их психике и, в частности, во внутреннем диалоге. Треба нам, усьому людству, подумати над цим прогресом і подумати, як його вдосконалити, щоб він не шкодив нашій землі. Самій людині не шкодить. Саме це світло має вибрати людство. І отаку ідею я вклала, щоб от як ця піна, вона тут, в нас немає зараз сонця, але під сонцем вона сяє просто. Як от ці диски, вони символізують піну, це все блискуче, це піна в мене. Це зрозуміло, що це полум'я. Це більше екологічний такий арт-проект, який
символизирует, и будем говорить, кричит о том, что наш лиман умирает, что его надо спасать. Галя, один колышек возьми. Положи его просто. В воду? Да. Ну, я же кричала, что можно уже. Можно? Уже можно. Давай перетащим дальше. Держи, разверни. Ты стоишь возле колышка. Встань на колышек. А я на дверь колышек. Я его сейчас найду. Был объем, а сейчас объем ушел туда, куда-то. Попробуй. А я держу колышек. Все. Есть, да? Гуманизация общества происходит благодаря подобным акциям. Это надо понимать, осознавать, помогать таким акциям. То есть, если у нас это поймут в государстве, поймут, насколько это важно, чтобы привлекать людей к подобным мероприятиям, то я думаю, что много молодежи, много людей среднего, старшего возраста, они как-то, вот знаете, ожесточение в сердцах их покинет. То есть я надеюсь на это. Про свою работу, если то в принципе то же самое, как бы так же, как я пишу картину, только она такая получилась объемно-абстрактная, назвала ее «Полет». У меня что-то в этом году идут птички, то есть я этих птичек заказала, ну, как бы фигурки птичек, их разрисовывала. И у меня сейчас и графика птички, и вот эти птички полетели. И мне очень хотелось действительно сделать такую какую-то, ну, какую-то штуку, даже это не дерево. Вот это именно, наверное, эти птички в процессе полета. И мне, наверное, было бы интересно посмотреть, как же они там летали. Но вот с погодой не повезло, поэтому вот так. Вода, она дает отражение, она отражает, особенно наш куяльник, он отражает небо, и есть ощущение того, что это небо, вот оно все небо. И между небом и небом есть какая-то тонкая вот веревочка. И вот на этой веревочке, собственно, это все и происходило. Я очень люблю фонари, оплетенные диким виноградом, когда они вот так заплетаются и стоят похожие на таких вот каких-то чудищ. И они мне очень нравятся с детства, я очень радуюсь, когда я их вижу. Особенно, когда вот осенью, когда уже его много, этого винограда, когда он уже все заплел, и он такой стоит, вот такой вот бабай такой, и желтеет, и осыпается. И вот мне хотелось наплести что-то подобное. И, наверное, у меня вышла самая мрачная работа, потому что она была вся выкрашена в черный цвет. Но в этом всем процессе, в этом желании добиться вот даже этой идеальной черноты этих форм из каких-то коробок, мусора, пенопласта, который тебя окружает. Ну, это процесс, который внутри проживался, наверное, ну, так как зрителю, возможно, не всегда будет понятно, не факт, что будет понятно, что именно за этим стоит. Моя работа, третья работа, называется «Вирус Сапиенс». Это такой творческий образ вируса как разумной формы жизни. Почему вирус? Потому что сама форма вируса, его содержание, оно понравилось мне своей простотой и в то же время своей красотой и гармонией. Его структура, как он сложен, и в то же время он очень простой. Но то, как он действует, его сила, она иногда принимает такие, как разрушительные масштабы. И то есть это максимально эффективное сочетание простоты, красоти, форми і функціональності самого дійства і результату. Це мала бути якась така дивна сплетена планета, така якась
схоже на павучини, такі, щось таке, кокон чи щось таке мало бути. То з'явився такий бриз. Я називала свою роботу таким. Я знала, що він буде знаходитися на воді, і це мало бути якимось таким бризом, гарним, таким казковим. Вийшов бризг, як я потім казала після тих травм, які сталися з моєю роботою. Є так само, от коли йде, розмахнувся художник. Розмахнувся настільки, що потім задоволена після 2 діб роботи, задоволена, щаслива, що я знайшла цей образ. Чекають друзі вже і виносити роботу. Оказується, що вона не влазить ніяк в двері. Просто не влазить в двері. А дверей треба було пройти 3 дверей. Це тільки на моєму 4-му поверсі, на якому в мене майстерня. А ще внизу, щоб ще 3, тобто 6. Я розуміла, що це нереально. Одні двері ми пролізли з такими потерями, і потім у нас балкон такий внутрі атріум будинку. Я вирішила його спускати з цього атріуму, щоб просто на канаті. Спускала, одним словом запуталась, він зачепився падати. Зачепився за балкон нижче поверхом, потім ми відривали, він полетів, підняв. Мені так тяжко, що коли я вже бачила, коли він зачепився вже на останньому балконі, я вже бачила, що з моєї роботи, і мені якось я вже не знала, що робити. Чи йти і відривати, чи не йти за нею, тому що вигляд у неї був. Але, слава Богу, були мої друзі, які якось мене заспокоїли. Хоча я не можу сказати, що я дуже нервувалася, просто в мене якось опустилися руки. Пішли, погрузили, набрали цих всіх, чим латати цю роботу, фарбу, шнурки, нитки і так далі. І ми так водрузили цю роботу на легкову машину і їхали. Нас, правда, всі так лякалися, дивилися. Такі, дивно ми виглядали. Така машина теж з мого приятеля, такого волонтера. Ніхто таке не міг погодитись. Відмовлялись чомусь всі машини вести. Якось не везло мені катастрофічно в той день. И тут же цей дождь, и ця непогода, и мы там то латали. Концепция моей работы – это продолжение темы вечного платья. Это платье о 4 рукавах. Это двухместное платье. Там, в принципе, это платье для 2 человек. И оно подразумевает под собой такие вечные ценности и тонкие такие грани. Вот есть понятие стеснительности и скромности. И если стеснительность вещь, я считаю, лишняя, и вообще в характере и в поведении, то скромность вещь очень положительная. Также 3-я сторона там сдержанность, а 4-я сторона сдавленность. То есть 4 на «с» начинающиеся таких данностей, которые, я считаю, укрепляют и в то же время разрыхляют дух любого человека, не только носителя платья. Я благодарен организаторам за возможность просто это делать. И при общем дефиците подобных акций мне хотелось бы, чтобы их было больше, и чтобы больше людей принимало участие, и чтобы этот всеобщий, чтобы вы не запикивали пофигизм по отношению к культуре в целом и к искусству, чтобы он куда-то не то чтобы девался, а чтобы изменилось отношение людей к самому моменту творчества и вообще к жизни. Увидел материал и начинаешь делать образ. Ты увидел такой я здесь могу использовать такую-то связку, начинаешь ее исполнять. Понимаешь, что это похоже на какое-то растение или на какой-то кристалл или еще что-нибудь, на какие-то такие более естественные вещи, поэтому она более ассоциативная, то есть какой-то кусок. Меня удивила такая действительно в этом году крестообразная основа, и как ее многие обыграли или не обыграли, и насколько, когда наступал уже дождь, это выглядело как туман, как оно просматривалось издалека. Конечно, очень ярко смотрелся Дима Дульфан со своей подводной лодкой, розового цвета в цветочек, и в таком же практически цветастом одеянии на фоне синей
фоне серого неба. Был у меня такой энтузиазм, купил эти фальшвейеры, все, пришел к товарищу, разрулил кого-то товарища, думал сначала купить в магазине, потом мне кто-то позвонил, сказал, да у меня есть настоящие нормальные фальшвейеры, горят все, оранжевые, такие военные, отличные. Вот. А сама идея, как бы, она, видимо, продиктована была как-то, я иногда что-то, вот я хотел сделать какую-то, мы делали как-то на Бирючей, и потом в Киеве делали лодку, она желтая лодка была, ну как бы желтая лодка уже какой-то 100-й раз уже совсем неинтересно уже. Вот. И это, видимо, была интерпретация какой-то как бы этой желтой лодки, которая как бы она вот такая цветная должна была быть. То есть если же первая психоделическая революция, она была тогда, и желтая психоделическая лодка, она была там Ела Субарин, то это как бы некая вторая волна как бы возрождения этой желтой психоделической подводной лодки, которая такая вся в цветах. Вот. Ну и кто же должен быть капитаном? Конечно же, домохозяйка и домохозяин, который в таком же халате. Вот. И, в общем-то, сам момент такого, как бы, в общем-то, достаточно такого психоделического. То есть это, в общем-то, такое, какое-то как видение такое, что вот как сон какой-то. Вот. И потом родилась, конечно, идея, что это сон домохозяйки, которая, как бы, вот она, может, мечтает вот быть в этом своем прекрасном халате капитаном этой желтой психоделической такой подводной лодки. Вот. В этом году, конечно, вообще какая-то мистическая паутина получилась, потому что погода очень сильно испортилась, и то, что происходило там, превратилось в какую-то невероятную мистерию. Меня очень впечатлило, помимо множества работ действительно интересных, которые мы переживали, что в этом ракурсе будут смотреться не очень, они совершенно иначе сыграли, очень круто. И невероятно впечатлила лодка Димы Дульфана, которая через этот мрак и туман просто прорывалась своим красным дымом. Очень круто было то, что люди не поразваливались, не поуходили, несмотря на погоду, а сорганизовались в какой-то просто концентрат творчества под клеенкой. Это было тоже очень круто. У нас галерея находится в воде, и этим она как бы, это ее наша вот особенность. У нас галерея в воде. И фестиваль мы, получается, делаем тоже на воде. И основные проекты, я говорил, что это, чтобы задействовали именно водоемы. Но также и берег, и песок, и воздух, и все что угодно. Это же все в формате ленд-арта. То есть там есть склоны, там есть и деревья. Можно было использовать все что угодно. Карьеры те же самые. Но у нас еще мы не достигли таких еще масштабов, только начали, поэтому такой дебют у нас был веселый. Очень хорошо, что нас смыло дождем, всех зрителей. Я очень доволен, потому что было много недоработанных нюансов. Моргай когда. Я никого не вижу, я никого не вижу. Откройся, ладно, это ключик уже. Да? И именно ливень вот создал вот такую вот какую-то такую экзотику, да. Вот вам ваш ленд-арт. Интересно и по-другому смотрелось, и воспринимались эти объекты на фоне неба, которое все больше и больше нагнетало и начинало давить, и усугубляло цвіта. Я взагалі навіть взялася танцювати під цим дощем. Це, мені здається, було такий, начебто,
перформанс самої природи. Це павутиння дощу вплеталося з нашим павутинням. Вітер гнав на наші роботи усілякі різні гілочки. Я навіть сьогодні вже на своїй роботі побачила доплетено природою було якісь, ну, я не знаю, екібана якась там вже була в мене. Погода просто, как в любом подобном фестивале, на открытом воздухе прекрасно внесла коррективы, и участники, и гости почувствовали просто вот свою, как бы даже не ничтожность, а свою такую вот ответственность за то, что они делают, и в то же время совершеннейшая такую невозможность что-либо изменить, потому что была прекрасная погода, потом начался дождь. У меня были свои приключения с тем, как это долго рассказывать вообще. Как сначала я пришел сюда и вдруг обнаружил, что все работы уже уехали, а только моя работа стоит почему-то одна, не загруженная, не уехавшая. Я звоню как бы лиховиду, он говорит, да все нормально, а потом ее забирают позже, а потом она выставляется, а потом под дождем стоит, это все переживается. Ну, в общем, там было много чего. И дорога туда, и назад, и это все было под дождем. И это можно видеть просто в фотографиях. Вот было очень много, я считаю, было очень много радости на самом деле, особенно для гостей, которые не ожидали этого. Ну и, в принципе, для участников. Не дивлячись, що чекали там погоди, чекали там ще мало бути, що було, як воно відбулося. І навіть в якійсь мірі ця погода, вона додавала, ну, щось забрала, а щось додавала, да, з такого шарму. Ну, особливо в моїй нещасній роботі. Так как это связано не только с творчеством, не только с какими-то нашими личностными творческими качествами, а связано еще с природой, с погодой. Вот мы вчера видели, задумано, запланировано одно, потом ливень, потом что-то, много ярких эмоций, много перемен в планах и так далее. Ну, не скажу, что всегда, но очень часто бывают какие-то такие ситуации, поэтому самое главное, как бы во всем этом красиво найти позитив в том, что происходит. Дождь пошел, радоваться дождю. Какие-то работы не выдержали дождя. Ну, прекрасно. Значит, такое вот, значит, сотворчество с природой. Природа вмешалась в работу. То есть, как бы относиться к этому вот таким образом. А в целом мне все понравилось, потому что вложен большой труд. Дождь тоже был в тему очень. Как будто какое-то завершение было этого всего. Конечно, хотелось потом остаться, но немножко как-то так все это, он немножко как бы помешал каким-то, видимо, мысленным планам. Но на самом-то деле мы иногда не руководим тем, что происходит. А то, что произошло потом, как бы, оно даже, может быть, как бы и было лучше. Оно как бы сказалось на том, что мы не руководим реальностью. А реальность сама сказала, вот как бы, вот вам дождь. И лодка уплыла, и прекрасно. Да я не уверен, что я выпью целую. Я тебе помогу. Давай. Если будут проблемы, обращайся. Если проблемы с пивом, обращайся. Петро! Ну, це дуже хороший фестивальний настрій, атмосфера, хороші роботи. І мені подобається, що тут були роботи і художники, які привносили об'єкти в середовище, і які робили свої об'єкти безпосередньо з середовища. Вот. Сам фестиваль, он вот и сейчас продолжается вот там.
у меня за спиной, все общаются про эволюцию. И мне он нравится. Он совсем не коммерческий, нет привязки ни к одному месту, ни к какому-то шаблонным действиям. То есть, допустим, все напились, тут под музыку потанцевали, а там вот приехал там кто-то, все пошли там на него посмотрели, на какую-то звезду. То есть здесь ничего такого нет. Нам повезло. Нам повезло в очень многих ситуациях. Было множество видов, которые имели предпосылки стать разумными. Но некоторые не прошли кучу бутылочных барышев, которые человечество прошло, и многое-многое другое. Да, но то есть ближе всех к нам оказались приматы. Да. Какой-то один факт. Но он таким ключевым, потому что, допустим, если взять, там же даже учат обезьяны, они могут там печатать, там они даже уже речь человеческую понимают, но все равно они не развиваются. Потому что главная причина в том, что им это не надо. Они, то есть развитие происходит тогда, когда чего-то не хватает. Ну, тогда это главный принцип. Но если бы вот не было этого фактора, о котором я говорю, то мы бы тоже не начали развиваться. Если вид выживает отлично приспособлен к условиям, он не меняется. Да, у нас были предрасположенности к этому. Поэтому есть хитрые, а есть сильные. Ну да. То есть те хитрые тоже надо, иначе были бы одни качки у нас. А так получается. Стільки вірувань і все, але це, мені здається, мені краще вірити, що мене створив Бог, ніж вірити, що я від якоїсь макаки пройшла. Через це я вважаю, що це хибна думка. Еволюція потрібна, але не настільки вона масштабна. Вона була, але в каждом виде окремо. А так организация была хорошая. Мы ждали костер, мы ждали музыку и инсталляции, видео какие-то, и проектор. То есть тоже подготовились, организовали, даже там с другом привезли еще там ноутбук, который должны были еще показывать, да, видео какое-то. Ну, значит, в следующий раз покажем. Спиздили колесо одно, кольцо точнее. Это же мы готовили мониторы для видеомаппинга, да, там должно было быть светошоу, и как бы все это должно было быть на каком-то таком интересном фоне. Но дождь нам изменил вообще полностью всю погоду. Как мы знаем из квантовой физики, сам акт наблюдения влияет на наблюдаемый объект. Так и зритель на перформансе
Он в этом участвует всем своим существом, насколько он может. Есть осознанный зритель, есть неосознанный человек. Зритель – это в театре, тут человек. И иногда получается так, что мы создаем какой-то мир, ну что ли, который мы можем как-то оценить. Например, это некий идеальный мир, мы показали красоту, да, там балет, я не знаю, но это идеально экзальтированный мир, балет. Например, контактная импровизация. Это мир, который про мягкость, про потоковость, про плавность, про союзы, взаимодействие. Очень мягкий мир. Есть мир бизнеса, это все миры. И в Буто мы можем этот мир показать, как-то его оценить и выразить из себя. Но есть другой способ перформанса, он может называться time of dreaming, то есть это время сновидений. Это когда что-то со мной происходит, я во что-то вошел, я понимаю, что нужно делать именно так, а не иначе. Но вот оно из меня идет, я понимаю, что это для меня крайне важно. Но я не знаю, что это. Я это исследую, и я в это иду, и иногда это может быть какой-то сон мой. Или коллективный сон, потому что зритель участвует в этом сне. И вот Буто, на мой взгляд, потому что в нем нет слов, в нем есть телесные движения и образы очень расплывчатые, абстрактные, в нем зритель становится непосредственным участником этого коллективного сновидения. Коли ти йдеш, ти не знаєш, що буде. Навіть якщо ти заготовлюєш для комунікації якийсь посил, да, щось сказати хочеш, але це є діалог, ти спілкуєшся, тому що збірна виставка, не ти один автор свого проєкту, а проєкт груповий. І важливо, щоб цей груповий проєкт він мав якусь єдність, з'єднати. Це вже не просто там діалог двох, а групи людей. І що вийде з цього? Дуже часто ми не знаємо, залежить від того, хто що скаже, як скаже. Я бачила, що там були роботи, що мені цікаво, що було. Вони були якісь такі трошечки схожі між собою, споріднені якісь. Тобто і проєкт вийшов класний, такий він цільний був. Не просто кожен, грубо кажучи, там кожен художник що-то там випендрився. Ні, було таке спільне. Тобто комунікація ця вдалася. Вона не була якось запланована, вона вийшла дійсно таким творчим процесом. Это всегда какой-то эффект неожиданности. Этот материал, он достаточно такой непредсказуемый, любой. Вот. То есть, если ты плавишь бутылки, если ты плавишь пленку, собираешь коробки, ты не знаешь, что в итоге получится. Но сам процесс, он делает тебя. То есть в этот момент скорее не ты делаешь объект, а объект делает тебя. Не ты делаешь проект, а проект делает тебя. И это очень меняет изнутри художника. Без работы, всей безумной работы и оставшейся незаметной Дмитрия Банникова говорить было бы нецелесообразно. Он все организовал. Материалы, приезд, питание, все что угодно, там, включая плащи, которые нам очень пригодились, но не спасли, когда накрыл ливень. И именно ливень вот создал вот такую вот какую-то такую экзотику, да. Вот вам ваш ленд-арт. Или, как я написала в своей умной статье, о том, что вот надо, это невозможно учесть, и его нужно как-то включать, использовать. Организация была прекрасная вообще. Ну и как бы мне кажется, что то, что Сергей, он независим в этом отношении ни от кого. Мне это очень нравится, что он человек, который независим от каких-то там одесских как бы тусовок, каких-то художественных, каких-то там раскладов насчет как бы там сколько кому что-то надо, там как денег и всего остального. Как бы он человек достаточно независимый, и это делает очень классно и профессионально. То есть я себя почувствовал там, может быть, за год как бы где-то свободным художником, что я пришел, сделал и так выдохнул, сказал, класс, фольфиры поджег эти и класс. Это хорошо, это интересно и понятно, можно сказать банальные фразы «давайте продолжать дальше», но мне бы хотелось, чтобы в этом еще участвовал как-то больше наш город. Паутина, в частности, была как бы организована, как говорится, и
финансовая, скажем так, поддержка осуществлялась внутренними резервами, то есть за счет арт-бизнеса того же, то есть это все как бы само на себя. Внешних поступлений никаких не было у нас, так как опыт показывает, что в Одессе найти внешнее финансирование практически невозможно. Вот за весь мой опыт работы показывает, что это крайне сложно. То есть, и если, допустим, там Западная Украина как-то еще работает с внешним каким-то финансированием, гранты, то и на юге Украины эта система как бы слабо развита, и, в общем-то, все практически работают на собственных резервах внутренних. Я думаю, что мы все-таки добьемся того, что мы найдем какие-то средства, финансы. Город, может быть, нас поддержит или еще какие-то там внешние факторы. И у нас на нашем фестивале появится и видеоарт, и какие-то больше театральные стороны. Ну, то есть мы будем насыщать, у нас уже есть удачное начало, оно имело неплохое продолжение, как бы своя база уже сорганизовалась, свой костяк, своя команда. И теперь только можно наращивать, и я очень благодарен, что у нас получается. А что такое, когда художник занимается организацией? Я хорошо знаю. Когда заканчивается проект, я думаю, боже, я за это время я могла сделать несколько своих работ. Я могла сделать иногда даже эти усилия, сделать целую выставку своих работ. И выставить их, и получить какие-то бонусы, не говоря уже про деньги, а просто какое-то моральное удовлетворение там, от поклонников и так далее. Но я всю эту энергию вложила в организацию. Вот Сережа, вот, честно говоря, в этой же ситуации он не делает сейчас энергию, не вкладывает в свое творчество, а вкладывает в сам процесс. Браво Лиховиду. Лиховид, продолжай начатое дело. Оно очень полезно для Украины в целом, потому что я знаю, что были, не со всей Украины, из многих городов Украины, и служит во славу родной Одессы. Аліс. Слава українському лендарту, слава Україні. Щиро дякую. Пленку уже отправили, и теперь осталось сделать трафарет. Почему?